Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 8 июня. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал, у нас много полезной, важной и нужной информации. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. 8 июня православная церковь вспоминает святых апостолов от 70 Карпа и Алфея. Эти два выдающихся деятеля раннего христианства оставили значительный след в истории христианской веры благодаря своему служению и самоотверженности в проповедовании Евангелия. Святой апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла, который упоминает его во втором послании к Тимофею. Павел писал, что оставил у Карпа свои книги и Филонь, что свидетельствует о близких отношениях между ними и о доверии апостола Павла к Карпу. Карп зарекомендовал себя как человек добродетельный и обладающий возвышенной чистотой ума. За эти прекрасные качества апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. Карп также активно проповедовал на острове Крит, где встретился со святым Дионисием Ареопагитом, афинским мыслителем и христианским святым. Эта встреча была важной для распространения христианства в регионе, и Карп продолжал свою миссию с невероятной самоотверженностью и верой. Кончина апостола Карпа окутана легендами. По одним источникам он принял мученическую смерть во время гонений христиан при римском императоре Нероне. По другим, он мирно скончался в Берии, продолжая служить своей пастве до конца своих дней. Независимо от версии, его вклад в развитие раннего христианства неоценим. Алфей, как и Карп, принадлежал к числу 70 учеников Иисуса Христа. Хотя в его жизни и деяниях сохранилось меньше сведений, его почитание свидетельствует о значимости его роли в ранней церкви. Алфей проповедовал христианство в различных регионах, помогая распространять учение Христа и укрепляя веру среди новообращенных. Оба апостола, Карп и Алфей, внесли огромный вклад в распространение христианства и укрепление церкви. Их проповедническая деятельность была направлена на обращение людей к вере, воспитание духовных ценностей и поддержание морали в обществе. Они не только распространяли Слово Божие, но и служили примером истинной веры и добродетели. Святой Карп и его встречи с Дионисием Ареопагитом символизируют важность диалога и обмена знаниями между различными культурами и вероисповеданиями. Это подчеркивает роль апостолов не только как религиозных лидеров, но и как культурных посредников, способных объединять людей различных традиций под знаменем христианской веры. 8 июня в народном календаре отмечается Карпов день. Также этот день наши предки называли как Карп Карполов. Этот день тесно связан с рыболовством и старинными традициями, которые на протяжении веков соблюдали рыбаки и сельские жители. Карпов день символизировал время, когда рыба сама идет в руки к рыбакам, делая улов особенно удачным. Карпов день – это день рыбаков, и существовало множество народных примет и обычаев, связанных с этим праздником. Рыбаки верили, что если соблюдать определенные правила и ритуалы, рыба сама будет проситься в руки, и удочка даже не потребуется. Одной из важных народных примет было то, что если первым попался молодой карп, его нужно немедленно вернуть в подводное царство. Считалось, что если этого не сделать, клёва не будет весь день. Половину улова полагалось раздать нищим. Такое действие приносило удачу и привлекало деньги. Карпов день также считался временем, когда следует быть особенно радушными и гостеприимными. Рыбаки старались приглашать гостей, делиться уловом и угощать всех, кто приходил к их дому. Это создавало атмосферу дружбы и взаимопомощи, что было особенно важно в сельских общинах.
Одной из старинных традиций на Карпов день было приглашение печника в дом. В начале лета наши предки готовили сани к зиме, проверяя состояние печей и дымоходов. Мастеровой осматривал печку и дымоход, а хозяйка дома в это время накрывала стол, чтобы угостить его. В центре стола всегда был каравай, испеченный специально к приходу мастера. Корочку от каравая полагалось положить за печкой. Люди верили, что там обитает подпечник, родственник домового, отвечающий за порядок на этой территории. В Карпов день было принято выносить кухонную утварь на воздух, чтобы она пропиталась цветочным ароматом. Глиняные горшки и тарелки ставили под кустами шиповника. Считалось, что это улучшает их свойства и делает пищу, приготовленную в них, более вкусной и полезной. Эта традиция также символизировала очищение и обновление, придавая утвари свежесть и особую энергетику. Шиповник или дикая роза в народной культуре всегда имел особое значение. В Карпов день он использовался не только для ароматизации утвари, но и для проведения различных обрядов. Девушки собирали цветы шиповника и использовали их в ритуалах на привлечение любви и красоты. Лепестки шиповника клали под подушку, чтобы видеть вещие сны, или делали из них настои для умывания, чтобы кожа была чистой и сияющей. Карпы в народных поверьях считались символами мудрости и долголетия. В Карпов день рыбаки старались проявлять особое уважение к этим рыбам, веря, что это принесет им удачу на весь год. Существовала народная примета, что карпы, пойманные в этот день, могут исполнить заветное желание, если их отпустить обратно в воду с добрыми мыслями и пожеланиями. В этот день наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями и поведением животных, чтобы предсказать погоду и будущий урожай. Если раки выползали на берег, то это верный знак приближающегося ненастья и дождя. Раки, как известно, чувствительны к изменениям атмосферного давления, их поведение служило надежным индикатором погодных перемен. Когда утки активно ныряют и ведут себя беспокойно, можно ожидать скорого ливня. Утки также чувствуют изменения давления и влажность воздуха, что сказывается на их поведении. А вот если рыба плескается ближе к поверхности водоема, это также указывает на приближающиеся осадки. Рыбы поднимаются к поверхности в поисках кислорода, когда в воде его содержание снижается из-за перемен погоды. Прилив на реке предсказывает ясную погоду, а отлив – осадки. Это также связано с изменениями уровня воды и атмосферного давления. Густое цветение рябины предвещает богатый урожай овса. Если рябина цветет плохо, это вызывало у крестьян печаль, так как хороший урожай ожидать не приходилось. Рябина была своего рода индикатором плодородия и благополучия на предстоящий сезон. 8 июня именины отмечают Александр, Давид, Карп, Егор, Георгий, Ян, Макар, Иван, Илона, Алена и Елена. Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают особыми качествами, которые помогают им добиваться успеха и быть надежными опорой для окружающих. Люди, появившиеся на свет в Карпов день 8 июня, отличаются амбициозностью, и это качество помогает им ставить высокие цели и стремиться к их достижению. Также они долго принимают решения, взвешивая все «за» и «против». Такой подход позволяет им избегать необдуманных поступков и уверенно двигаться вперед. Сделав выбор, такие люди не откажутся от него, несмотря на возможные трудности. На них можно положиться в любых ситуациях, что делает их ценными друзьями и партнерами. 8 июня, известный в народе как День Карпа Карполова, оброс множеством запретов и народных примет, связанных с водоемами, рыбой и определенными действиями, которые могут повлиять на судьбу и благополучие человека. По древним поверьям, женщинам в этот день запрещалось ходить к реке или озеру и мочить ноги в воде.
На Руси верили, что русалки могут закружить голову и унести нарушительницу в свое царство, превратив ее в служанку, которая будет работать целыми днями. Эти сказочные существа, согласно мифам, обитали в водоемах и могли заманить человека в свои сети. Считалось, что в этот день нельзя есть рыбные блюда, так как существовал риск подавиться косточкой или даже отравиться. Исключение делалось только для карпа, поскольку именно в это время улов этой рыбы был особенно хорошим. В Карпов день рыбаки верили, что карп, пойманный в этот день, приносит удачу и благополучие. Также 8 июня не рекомендуется вступать в конфликты с родителями. Даже если они не правы, лучше согласиться с ними и не спорить. Споры и конфликты в этот день могут привести к долгим и серьезным разногласиям, которые будет потом достаточно трудно исправить. На день карпа Карполова не стоит планировать пересадку цветов, так как они быстро засохнут и завянут. Вместо этого рекомендуется полить растения, взрыхлить землю, проредить их и освободить от листьев и стеблей, которые уже заболели или уже потускнели. Такой уход принесет растениям намного больше пользы. В этот день важно было трудиться, не покладая рук. Считалось, что чем качественнее будет проделана работа в Карпов день, тем счастливее сложится жизнь ее исполнителя. Лень и бездействие могли навлечь на человека беды и неудачи. Старые народные приметы предписывают в Карпов день поддерживать чистоту как в одежде, так и в доме. Грязные вещи и неубранное жилье могли привлечь неудачу и болезни. В этот день особенно важно было следить за чистотой и порядком, чтобы обеспечить себе благополучие. 8 июня нельзя было напоминать другим о долгах. Считалось, что это может привести к серьезной ссоре с должником и навсегда испортить отношения, а это, в свою очередь, чревато невозвратом долга. Лучше воздержаться от таких разговоров и дать время человеку самому вспомнить о своих обязательствах. Помним о том, что в этом году 8 июня выпадает на субботу, а в субботу венчание не проводится. И суббота – это день подготовки к воскресной службе, которая считается особо важным и требует духовного сосредоточения. Поэтому для венчания выбирают другие дни недели. Также обращаем ваше внимание, сегодня, 8 июня, хороший день для обновления прически. Стрижка поможет не только улучшить внешний вид, но и привнести в жизнь позитивные изменения. Обновление внешнего облика может способствовать улучшению настроения и вашего самочувствия. Чистота в доме и опрятный внешний вид – залог вашего благополучия. Грязная одежда и беспорядок в доме притянут негативную энергию и лишат вас покоя. Поэтому уборка и наведение порядка в этот день особенно полезны. Порядок в доме будет способствовать внутренним гармонии и стабильности. Крещение детей в этот день разрешено. День благоприятен для любых торжеств и обрядов, укрепляющих семью и родовые узы. Крещение ребенка принесет радость и благословение всей семье. Растения, будь то комнатные цветы или рассада в огороде, обладают собственной энергетикой и чувствительностью к изменениям. Народная мудрость утверждает, что пересаживание растений сегодня приведут к тому, что они не приживутся на новом месте, поэтому лучше воздержаться от пересадки и сосредоточиться на уходе за уже посаженными растениями. Также сегодня нет запретов на стирку и приведение вещей в чистоту и порядок. Однако нельзя стирать в открытом водоеме, особенно если этим занимается женщина. Такая стирка может привлечь нежелательные последствия согласно народным поверьям. Также сегодня самим отдавать долги можно, но нельзя напоминать должникам о возврате долгов, чтобы избежать ссоры, которая может разрушить хорошие отношения. Удачный день для урегулирования финансовых обязательств без конфронтаций. Кроме того, сегодняшний день благоприятен для счастья, для достижения целей и прогресса в различных начинаниях. Это время, когда можно ощутить радость от выполненной работы и достигнутых успехов. Но сегодня стресс, усталость и замешательство могут стать для вас препятствиями. Важно сохранять спокойствие и избегать перенапряжения, чтобы день прошел без негативных
последствий. Также обращаем ваше внимание, что счастливыми цветами сегодня являются баклажановый, золотой и темно-зеленый. А благоприятные часы с 4 часов 15 минут до 19 часов 38 минут по вашему местному времени. Это время наиболее подходит для принятия важных решений и выполнения ответственных задач. Обращаем ваше внимание, что сегодня удача будет сопутствовать девам, рыбам и львам. Эти знаки зодиака могут ожидать положительные изменения и успешное разрешение текущих дел. Вот такой, друзья, день у нас 8 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно ставьте лайк, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация и это видео будут полезно и интересно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.